Как сделать плетеный браслет из бусин в 3 ряда шамбала? Для этого берем натуральный аквамарин бусины 6 мм и вощеный шнур толщиной 0,8 мм. Берем 3 отрезка вощеного шнура по 35 сантиметров, приклеиваем скотчем, отмеряем 10 сантиметров сверху. Добавляем бусины. У нас получается 3 по 15 бусин. В середине одна бусина будет лишней, то есть 15, 14 и 15. Теперь нижние концы фиксируем чуть-чуть на расстоянии друг от друга. Подвинули бусины. Берем шнур 1,5 метра, тоже 0,8 миллиметров. Находим середину, заводим под 3 основные нити и завязываем первый узелок. Это квадратный узел макраме. Заводим правую нить под 3 основные нити. И вот такой узелок у нас получается. Первый узел находится на расстоянии сверху 10 сантиметров на основных нитях. Второй точно такой узелок вяжем с левой стороны. Теперь справа снова поверх, левую поверх правой и под низ всех и затягиваем. Делаем 4 узелка. Начало есть. Дальше смотрите внимательно. Мы берем, делаем несколько узелков, только захватывая под низ среднюю нить. Не все 3, а только среднюю. Слева. И под среднюю нить. Второй узелок. Третий. Сверху и под низ средней нити. И четвертый. Четыре на 3 нитях и 4 на одной нити в середине. Подвигаем боковые бусины вверх, берем, заводим шнур под правую нить. У нас получилось кольцо, и мы в это кольцо протягиваем шнур и затягиваем, развернув узел влево, чтобы у нас конец нити был вверх. Левый конец нити под левую нить и в образовавшееся вверху кольцо переворачиваем как бы немножко направо и затягиваем, сохраняя конец нити вверх. Подтягиваем одну бусину посередине и подтягиваем хорошенько наши концы. Теперь мы будем делать несколько узлов внизу этой бусины. Захватываем только середину. Завязываем 2 узелка на середине, на средней нити, под бусиной. Привязываем эту бусинку 2 узлами. И вот мы уже привязали 3 бусины. Теперь подвигаем следующие 2 и продолжаем все делать то же самое. Под низ, направо образовавшееся кольцо, поворачиваем узелок влево и хорошенько подтягиваем вверх. И вверху у нас остается пока левая нить. Вниз под левую, вверх в образовавшееся колечко и поворачиваем узелок направо и вверх тянем. Сначала все в кучку собирается, но потом вот так вот стоит надавить, и виден рисунок, который мы уже проплели. Привязываем эту бусину квадратным узлом на средней нити, поддевая только среднюю нить. Один узелок.
Хорошенько затягиваем и второй узелок. Это, повторюсь, квадратный узел макраме. Один из базовых узлов в макраме. Он широко используется в браслетах. Подтянули 2 бусинки по бокам, под низ, в колечко, узелок налево и подтянули. Видите, это получается очень хорошо и быстро плетеный браслет, буквально на глазах. И в колечко. Подтягиваем 2 нити вверх, придавливаем, чтобы видеть наш рисунок, который у нас красиво получается. Это очень хороший способ сделать браслет из бусин в 3 ряда. Он потом в процессе носки, он немного скругляется и получается таким объемным, очень красиво смотрится. Вы можете взять бусины натурального камня, можете взять красивые керамические бусины, можете взять бусинки и металлические, какие вам больше нравятся. Очень красиво, когда средний ряд этого браслета выполнен в другом цвете, например, с розовыми бусинами, или по бокам 2 ряда, например, натурального камня, а в середине ряд металлических бусин. Тоже интересно. Все зависит от вашей фантазии. Немножко в ускоренном, чтобы вам было понятно, как этот процесс происходит. На самом деле, первые несколько узлов в браслете делаются непривычно, а потом все очень легко. Эта нить, видите, она немножко скользкая, поэтому узелок приходится очень сильно прям затягивать. Ну ничего. Конечно, на хлопковом шнуре. Если вы делаете браслет из хлопкового шнура, то у вас все очень быстро затягивается, узелок к узелку. Но его не обжечь зажигалкой в конце. Там немножко другая технология идет. Правый узелок, левый узелок. Вы здесь ничего не перетянете, вы здесь не сделаете никакой ошибки. Просто плетете и все, потом пальчиком прижали и все выровнялось. Справа и слева по 15 бусин, 6 миллиметров, а посередине 14. Потому что нам нужно будет внизу сделать точно такой рисунок, как у нас начинался браслет. На одну бусину будет меньше. То есть визуально будет конец браслета точно такой, как начало. Прохладное время года, между прочим, браслеты из бусин, натуральных камней, они прохладные, они достаточно быстро остывают. Но когда вы делаете плетеный браслет, например, шамбала, как вот этот вот, например, можно сделать шамбалу с одной бусиной, с 2, с 3, с 4, с 5, с 7 рядами. Вот. Вы делаете бусины, обрамляя их как бы кожей, искусственной кожей, и благодаря этому браслет не так быстро остывает, дольше сохраняет тепло. И вы, когда выходите в таком браслете на улицу в холод, вам гораздо комфортнее, потому что вы не чувствуете на руке что-то такое холодное. Поэтому, конечно, для осени, зимы, весны эти браслеты из бусин предпочтительнее в итоге.
Очень хорошо такой браслет кому-нибудь подарить. Они настолько хорошо смотрятся, они под все подходят. И вы можете сделать подарок на Новый год, к дню рождения, на 8 марта, например. Э, Очень простой, легкий браслет. И всегда люди будут рады вашему браслету. И поверьте, если вы подарите такой браслет плетеный, то человек будет его носить. Теперь заканчиваем плести браслет. Здесь делаем 4 узелка на средней нити. Точно так, как мы начинали. 4 узелка на средней нити и 4 узелка на 3 нитях вместе. И он будет точно так же смотреться, как вот мы его начали. И видите, посередине последнюю 15-ю бусину мы убрали, мы не стали с ней плести. Вынимаем наш браслет из скотча прикрепленного. Вот такой красивый браслет получился, плетеный, шамбала в 3 ряда. Обрезаем немного дальше от самого узла. Обжигаем зажигалкой, делая достаточно большой такой шарик, и приплюскиваем зажигалкой. И с другой стороны то же самое, обрезали и зажигалкой запаяли край. Если браслет из хлопкового шнура, то там другая технология идет. Теперь нам нужно оформить края наших нитей, которые у нас будут свободно висеть. Соединяем все края, обрезаем в один уровень, немножко обрезаем наискось и как бы чуть-чуть зажигалкой, чтобы мы могли продеть бусины. Когда наискосок обрезаешь и слегка поджигаешь зажигалкой, получается такой край неровный, и любая бусинка, ну практически любая, подходящая по размеру, может уже туда пролезть. Завязываем на концах по узелку, подвигаем наши бусины и завязываем по еще одному узелку. Если вы не хотите, чтобы бусины болтались, то завязывайте узелки. А если вам нравится, когда бусинка ходит, то можете не завязывать. Любой узелок убирает длину шнура. Померили, сколько сантиметров, примерно будет застежка. Нина, это же ник нашей подписчицы, которая оставила первый комментарий под предыдущим видео. И теперь она попала в это видео. Складываем браслет. Причем укладываем его отдельно, правую и левую сторону, чтобы они не перемешивались. Потому что здесь у нас будет скользящий узел, и важно, чтобы у нас внутри узла было расположение нитей параллельно друг другу, чтобы они не перемешивались. Берем шнур примерно сантиметров 40-45 и завязываем точно такой квадратный узел, как мы вязали, как мы плели браслет. Все делаем точно так же, как в начале плетения браслета. Это и будет наш скользящий узел, сплетенный таким способом. Первый узелок готов, затягиваем его. Второй узелок завязываем дальше. Третий, четвертый и так далее, пока у нас не получится несколько сантиметров необходимых для нашего скользящей застежки для браслета. Сделать браслет, чтобы он регулировался и со скользящим узлом, очень просто.
Так вы можете закрепить любой браслет. Это универсальная застежка для браслета со скользящим узлом. Плетеный браслет очень красиво смотрится на шнуре, на руке. Шнур вы можете брать 1 миллиметр, 0,8 миллиметра, 0,5, но это тонкий уже. Главное, чтобы в шнур проходили бусины по диаметру отверстий, которые у вас есть. Если, например, вам подарили или вы купили браслет, и у вас развязалась такая застежка, ее очень легко починить. Просто вот зная, как плетется этот квадратный узел, вы берете, немного расплетаете и переплетаете заново, берете зажигалку и, зная этот секрет, что можно обжечь и закрепить, вы можете спокойненько починить себе браслет или кому-нибудь из близких, у кого он разорвался, разошелся. Починить плетеный браслет со скользящим узлом очень просто можно. Отрезаем обратно же чуть подальше от узла, чтобы мы могли сделать потолще узелок, такой побольше, капельку и запаять как бы. Отрезаем с обратной стороны и прижигаем зажигалкой и придавливаем. Вот такой красивый получился плетеный браслет из бусин, браслет из камней Шамбала в 3 ряда. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Кто первым напишет комментарий под этим видео, попадает в следующее видео. До новых встреч, пока!